Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen und ihnen als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Вторая мировая война стала самым кровавым периодом в истории 20 века. Историки и сегодня исследуют причины появления нацизма в Германии и личность Адольфа Гитлера, чтобы постараться предостеречь будущее поколение от совершения новых ошибок. Эта тема привлекает многих кинорежиссеров и вынуждает их создавать творческие произведения. Привет, ты на канале Кинотест. Сегодня я расскажу о 5 фильмах про гитлеровскую Германию и все, что с этим связано. Увы, но на полную историческую достоверность не стоит рассчитывать. Поехали! 5 место занимает фильм «Исключение». Нидерланды, 40-е годы. Офицер вермахта получает приказ определить, проник ли британский шпион в резиденцию кайзера с целью убийства свергнутого Вильгельма II, бывшего германского императора. Офицер начинает расследование и влюбляется в одну из горничных монарха. Выбирая столь классическое содержание для повествования, создатели ленты не смогли выйти за рамки уже давно заезженных и установленных сюжетных рамок. Фильм получился весьма достойным, учитывая то, что он стал дебютом для режиссера. Однако отсутствие режиссерского опыта взяло свое и не позволило стать картине значительно лучше. Посему и неудивительно, что, обладая необходимой атмосферой, аутентичными декорациями, костюмами и прочими атрибутами, картине не удается в полной мере воссоздать дух того времени. Четвертое место. Взорвать Гитлера. Накануне 8 ноября 1939 года деревенский плотник и убежденный пацифист Георг Эльзер спрятал в стене зала в Мюнхене самодельную бомбу с часовым механизмом, которая должна была сработать на следующий день во время выступления Гитлера, убив вождя и изменив ход истории. Но, к несчастью, Гитлер закончил свое выступление на 13 минут раньше. Однако Эльзер узнает об этом уже в гестапо, будучи арестованным у самой границы со Швейцарией. В основу фильма легла реальная история немецкого антифашиста Георга Эльзера, однако она мало известна за пределами Германии, где память о нем увековечена монументами и мемориальными табличками. Фильм не столько о военных действиях, сколько о людях, которые не поддерживали идеи Гитлера, что с ними было и как им вдалбливали в голову, что нужно соответствовать фашистскому режиму. Уверенную бронзу или третье место получает фильм «Аминь». Это история немецкого офицера, вовлеченного в деятельность по массовому уничтожению евреев в газовых камерах, лейтенанта Курта Герштейна, пытающегося в 1942 году сообщить Папе Римскому об истреблении заключенных в концентрационных лагерях. Тема эта, Холокост, цензурируется в современной Европе куда строже, нежели усилия Комитета по цензуре ЦК КПСС в былые времена. Из-за этого требовать от автора реализма и соответствия действительности не следует. Материал создателями изучен поверхностно, но это замечание не затрагивает художественного аспекта киноленты. Актерская работа, музыкальное сопровождение, динамика сюжета – все это сделано на приличном уровне и как художественное кино не может не заинтересовать. Второе место. Капитан. В последние дни Второй мировой войны измученный и голодный немецкий дезертир похищает капитанский мундир. Переодевшись офицером системы, от которой он, собственно, и бежал, юноша придумал легенду о том, что он, согласно личному поручению фюрера, направлен в тыл для особой миссии. Дальнейшие события развивались с удивительной быстротой, удивлявшей даже новоявленного офицера. Ему удивительно везло, форма СС делала свое черное дело. Остановиться было уже невозможно, слишком велик был соблазн иметь власть, слишком высоки были ставки. Капитан предстает наконец-то правильным произведением. В кои-то веки все подано верно и с хорошим упором на реализм. Примечательно в фильме и то, что действие военного положения не показывается в масштабном ключе. Все касается лишь внутренних проблем, когда одни немцы убивали других немцев.
Первое место. Бесславные ублюдки. Сюжет повествует об отряде бесславных ублюдков, партизан-евреев, промышляющих в тылу врага. Они убивают нацистов с большим удовольствием и жестокостью, наслаждаясь их смертью, ну а немцы их боятся. Данное кино представляет нам альтернативный исход той самой войны и в немалой степени несет глумливый характер, чего, кстати, некоторые не поняли, кто-то даже посчитал фильм заказным. Нельзя не отметить, как здорово режиссер играет на необходимых струнах, показав и другую сторону медали. Ну, то есть в фильме евреи терроризируют и истребляют нацистов. Важно понимать, что положительных героев в фильме нет, что является разрывом шаблонов и может сбить с толку. Подписывайся на мой канал, тут еще много таких видео. Пока!